Кайлас и эзотерики. Сегодняшний пятничный вебинар я, как правило, посвящаю тому, чтобы отвечать на вопросы, которые вы задаете в моей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ. Также я вижу все ваши сообщения, которые вы сейчас пишите в виде комментариев на моем официальном сайте duiko.guru в вебинарной комнате присутствовать в пятничном вебинаре. Итак, сегодня я получил 117 комментариев под своим постом, сообщением. Задайте мне под данным постом свой вопрос, я отвечу на него в сегодняшнем эзотерическом вебинаре. Но мне бы хотелось начать вот с чего. Сегодня у нас прекрасный праздник, это день рождения Иисуса Христа или день Рождества Христова. Я вас хочу с этим праздником поздравить. Я человек, который с уважением относится к христианству, я с уважением отношусь к появлению Иисуса Христа. Я считаю, что вся история, которая была написана, является религиозной историей, является почитаемой историей. Я понимаю вклад Иисуса Христа и воспринимаю его как одно из проявлений Бога на земле. Пусть будет так. Я хорошо отношусь к христианской религии, как в общем-то и ко всем остальным. Поэтому всех верующих и неверующих я поздравляю с рождением. Пусть у всех всегда будет возрождение, не раскисайте, не падайте духом, пусть будет в жизни только счастье. Еще раз с этим прекрасным праздником. Рождество католическое, его, кстати, празднуют многие христианские церкви, такие как Греческая православная церковь и Копская, наверное, но я могу ошибаться. Ну что ж. Алена Несенко. Ага. Здравствуйте, учитель. Я хочу спросить, донором можно быть? Я донор, хочу помогать людям, хоть бы так. Это же не бесплатно. Смотрите. В случае, если вы собираетесь зарабатывать этим деньги, то я не против. В случае, если, как бы вопрос такой, он риторический, то есть это же не бесплатно. Конечно, это не бесплатно, но я хочу вам сказать, что не бесплатно и для тех, кто будет получать донорскую кровь, и для них это не бесплатно. Поэтому, когда вы говорите, я бы хотела стать донором или я являюсь донором и это делаю не бесплатно, я хочу вам сказать, вы на этом зарабатываете деньги. То есть можно ли сказать, что вы спасаете людей? Нет. Если спасать людей, то это необходимо делать безвозмездно. Опять-таки, в случае, если вы спасаете и делаете это безвозмездно, то обязательно найдутся те, кто возьмет ту кровь, которую вы сдали, и продаст ее. Поэтому и бесплатно тоже этого не делайте. Можно ли быть донором? Не можно, а нужно. Безвозмездно, возмездно, это скорее всего спасет чью-то жизнь и так далее. Хороший вопрос. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Существуют ли домовые? Домовые являются энергией, которая накапливается в доме за счет мечтаний и за счет намерений тех людей, которые находятся в доме. Такая энергия накапливается, и такая энергия, она формирует события. С такой энергией можно общаться, и как же это делать? Как бы это ни показалось смешным, я считаю, что если вы что-либо теряете в доме, то можно это найти, попросив того или то существо, которое проживает вместе с вами в доме. Это частое явление. Если вы начинаете с таким существом общаться, то оно способно отдавать вам ключи или возвращать потерянную вещь и так далее. Но есть в этом все минус. Если вы возлагаете на него надежды или заставляете такое существо что-либо делать, то это может проявиться в виде плохих снов в вашей жизни. То есть вас будет мучить что-то, что будет будить по ночам, вы будете внезапно просыпаться и так далее. Почему? Это является смешливым духом, который живет и охраняет семью. Именно поэтому в случае, если сильно требовать что-либо от такого существа, то данное существо может приводить к тому, что дети будут спать беспокойно и так далее. Не нужно возлагать надежды и очень ставить там много задач домовому. Я считаю, что в общем-то тема домового
она закрыта. Я думаю, что это было для вас интересно. С наступающими праздниками вас и вашу семью. Очень большое спасибо. Ирина Прилова, скажите, пожалуйста, в преддверии Нового года, как правильно встречать этот Новый год? Встречайте его, если вы женщина, в розовой одежде, одевая зеленое украшение на себя. В случае, если вы мужчина, что-нибудь зеленое на себя, можно просто украшение с изумрудом или зеленой яшмой, или даже зеленой бирюзой, если такая есть, хризопразами. Одежду можно выбирать любую, желательно, чтобы были оттенки белого с желтоватым оттенком, белого, ну и обязательно, чтобы было что-то розовенькое. Новый год. Где и что особенного будет в следующем году и в мире? В мире будет все прекрасно. Следующий год будет годом мудрости и годом начала процветания. Год будет интересным. Первые половина года будут не очень хорошими для России. Вторая половина года будет связана с рядом событий. Это события запуска Северного потока и улучшения отношений Украины и Российской Федерации. Ну и в общем-то все хорошо. Если говорить о каких-то проблемах, которые будут возникать, будет теракт, который возникнет на территории России ближе к апрелю-маю. Я не буду говорить, с чем это связано. По поводу вирусной обстановки, так и будет раздуваться информация о том, что там появился новый вирус, эти вирусы, они там мучают, но в большинстве своем людям уже это надоест, и как-то на это особо внимания обращать никто не будет. В Америке проявятся события, которые будут связаны, скорее всего, по моему мнению, с сменой президента, как ни странно. И в Англии тоже произойдут события, которые будут связаны со сменой власти, многочисленной сменой власти. Есть такой вариант, что в Российской Федерации будут очень серьезные изменения, которые будут тоже связаны со властью. Одним словом, можно сказать, что власть в тех странах, в которых мы проживаем, в большинстве своем изменится. Год, в общем-то, не страшный такой. Количество смертей, если брать прошлый год и этот год, то в этом году, который будет, количество смертей будет на порядок меньше, чем были даже в прошлом году и в позапрошлом году. Это говорит о том, что не будет такого агрессивного влияния вирусов на людей и так далее. Наталья Николаевна Ткачева, с наступающими праздниками. Скажите, что еще необходимо сделать, чтобы клиенты приходили на массаж? Работаю дома, техник много, последние 2 месяца просто тишина, не могу понять, что делаю не так. Вся проблема людей заключается в том, что они часто умеют что-то делать, но не умеют себя продавать. И для того, чтобы себя продавать, этому необходимо обучаться. Помните, я когда-то говорил, если ты не работаешь, то обучайся. Если ты не обучаешься, то тогда отдыхай. Ну и часто люди, которые остаются сами собой, они начинают отдыхать больше, чем работать. Ну а в чем же работать? Работа заключается в чем, как же обучаться? Ну, обучение заключается в том, чтобы популяризировать массаж. Делать так, чтобы у вас был там YouTube страница, чтобы о вас знали еще где-то. Обычно достижение задачи или достижение цели у человека проходит 3 путями реализации, о 2 которых мне бы хотелось сказать. Первое — это нравится, и второе — стенание. Обычно человек говорит: я хочу много клиентов. У него есть 2 пути. Это путь реализации через стенание. То есть таким стенанием, что это обозначает? Это пост и угнетение себя. Или работа над собой в виде страдания. То есть у вас нет клиентов. Первое, что необходимо делать: начните соблюдать пост. Отмените мясо, кушайте 1 раз в день, начинайте заниматься стенаниями, приседаниями, физической активностью. Делайте то, что больше всего вам не нравится. Но посвящайте это обязательно большому количеству клиентов или просто обычному количеству клиентов. И второе, нравится. Можно еще испытывать или использовать второй метод. Говорите на протяжении дня: мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это, посвящая это клиентам. Если первым и вторым вы не занимаетесь, то, скорее всего, клиентов так вы и не приобретете. Почему? Любой бизнес — это солнце.
Вот возле солнца можно греться, а можно от него закрываться. Вот очень часто люди закрываются от солнца. Почему? Их сердце не открыто, оно боится. Вот как хотите это воспринимать. Елена Уланова. Просто хочу пожелать вашей семье благополучия. Спасибо, моя Еленочка Улановичка. Елена Карпенкова. Уважаемый Андрей Андреевич, здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Всего вам самого лучшего. Здоровья, счастья. Подскажите, пожалуйста, в каком мне сейчас лучше направлении идти, чтобы хорошо зарабатывать? Для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно сначала научиться плохо зарабатывать. Ведь для того, чтобы хорошо зарабатывать, научитесь сначала зарабатывать, потом плохо зарабатывать и разовите это так, чтобы хорошо зарабатывать. Не нужно сразу хорошо, начните с плохо. Правда я говорю. Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой. Человек говорит, я не могу, у меня не получается. Почему у меня не получается? Ну и я об этом рассказываю на первой ступени. Не получается, потому что не специалист. Не получается, потому что себе что-то придумываю и так далее. Чем мне заниматься? Давайте посмотрим, чем для Лены лучше всего заниматься. Для Лены очень хорошо заниматься управлением, посредническими услугами, образованием, заниматься детьми, проводить какие-то курсы йоги, возможно, или обучать, может быть, там пению или еще чему-либо. Чтобы хорошо зарабатывать. Не получилось со студией в этом году, может мне самой начать петь. Дело в том, что очень часто люди начинают думать, я начну петь, начну на этом зарабатывать. Нет, не петь нужно начинать, а начинать себя хорошо продавать. Записать сначала там в студии хороший звук. Вот вы сделали видео, оно, конечно же, прекрасно. Но это же не уровень. Его неинтересно смотреть. Вы стоите далеко. На каком фоне? Снято это плохо. Лучше бы вы взяли телефон и пропели под телефон вот так вот, сидя у себя где-то в комнатке. И тогда это видео могло бы быть вирусным, красивым. Взяли бы какую-нибудь модную песню, там, или Абба бы спели там, на русском языке. Ну вот как-то так это делается. В ТикТоке, чтобы увидеть аудиторию, ну как-то так. А там красивое, конечно, видео, выпад, какой-то магнитофон, стоите, поете в комнате, где эхо. Есть же такое понятие, как микрофон, там. То есть, если человек к чему-то стремится, то нужно стремиться делать это максимально качественно, максимально с хорошей картинкой. Уже люди не хотят смотреть выступления с непонятным репертуаром, с непонятным эхом, без микрофона, под магнитофон. То есть, это уже прошлый век. Сейчас на это не покупаются. Нужно ли заниматься самой пением? А что нет? На сегодняшний день артистов не хватает. Почему? Я недавно обращался, хотел найти артистов. Оказалось, что вот так просто кого-либо заказать, чтобы приехали домой, попели и там поиграли. Но это очень сложно сделать. Почему? Город большой, постоянно кого-то находят. Чем бы человек не занимался, он всегда может найти себе применение. Я всегда это говорил. Просто сейчас все изменилось. Никто к вам за вами не придет. Никто к вам за вами не придет. Почему? Если раньше спрос порождал предложение, то сейчас на спрос есть миллиард просто людей, которые могут за этот спрос ответить. И сейчас не спрос порождает предложение, а эмоция порождает спрос. А эмоцию нужно донести. Нужно донести в видеообъявлении, в посте в Ютубе, в посте в Фейсбуке, собрать свою аудиторию, делать продвижение себя. Если вы продукт, продвигайте себя профессионально. В каком направлении идти? Ответил. А зачем вы 3 мне сообщения? Галя Гаврушева. Воспитывайте детей лучше. Ищите, кого воспитывать. Обучайте детей правильно петь, правильно держаться, там, стоять ровненько, животом дышать. Подскажите, как эзотерически убрать страх перед операцией на глазах? Первая попытка не удалась. В данный момент пью ваши препараты. Первое. После любой операции, которая проведена на лице или на голове или еще на чем-либо, всегда помните, никаких физических нагрузок в течение не менее 15 дней. Нужно лежать, никаких тяжелых физических нагрузок, ограничения в употреблении глюкозы, дальше глютена,
максимально ограничивать себя в физических нагрузках. Не читайте, не смотрите телевизор, как можно больше лежите. Второе, как обеспечить хорошую операцию. Будете ложиться на операцию, если вы ученица школы, произнесите: сегодня я, как дальше духовное имя свое, буду оперироваться. Сегодня я не как вас там зовут, не как Галя Гаврушева, а дальше произносите свое духовное имя, иду на операцию. Пусть мне дальше имя своего учителя поможет. И после этого идите на операцию, и все будет хорошо. Как убрать страх? Попытайтесь ощутить, где вы ощущаете этот страх. Если в животе или в груди, обведите это указательным пальцем, представьте, будто там видите медузу, представьте, будто медузу выбрасываете, а в том месте, где у вас страх находился в виде чувств, представьте, будто там находится туманчик, и вот так движениями рук растяните этот туманчик для того, чтобы он разошелся по всему телу. Почему? Когда человек боится, что-то в нем сжимается, когда человек и задачей убрать оболочку и убрать тот элемент, который мешает человеку чувствовать комфортно. Поэтому растягивание этого состояния комфорта помогает тому состоянию, которое находится внутри тела и создает у вас впечатление, эмоциональное впечатление страха, растянуть и сделать его менее таким агрессивным и чувствуемым. Наталья Викторовна. Хочу поблагодарить за ступени школы ТФ Атрибутику книгу. Спасибо. Я радуюсь, у меня день рождения, подарок завтрашнее программирование. Ура! Спасибо. Спасибо, что вы есть в нашей жизни. Доктор, волшебник из будущего. Пожалуйста. Марина Гайдес. Андрей Андреевич, спасибо вашей семье, что вы у нас есть. Вопрос мой. В какой сфере я могла бы зарабатывать? Как скоро изменится ваша жизнь в лучшую? Не скоро изменится ваша жизнь. 2 года и где-то 2-3 месяца еще будет все вот так телепаться. Видимо, это связано с вашим вот таким духовным ростом, духовным перерождением и так далее. В какой сфере вам лучше всего работать? Очень хорошо работать в образовательной сфере, в управленческой сфере. Ну вот так. Хорошо работать у вас посредником, управленцем. Светлана Шацких. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что нужно сделать, чтобы семья была вместе? Или в моем случае это несбыточно? С наступающим Новым годом. Едьте в семью. Не ждите, когда кто-то к вам приедет. Собирайте вещи и едьте. Тогда ваша семья будет там, где вы находитесь. Когда вы ждете, что кто-то там соберется и к вам приедет, то это говорит о том, что никто не заинтересован. Вы заинтересованы в семье? Едьте. Помните декабристки, которые были заинтересованы в семье, они оставили возможность находиться в Санкт-Петербурге, собрали свои вещи и поехали к своим осужденным в ссылку. Вот так. Были сильные люди. Я бы писал книги не о тех, кто был осужден и отправился в ссылку, а о тех женщинах, которые не бросили таких мужчин и поехали вслед за ними. Вот это уважуха. Потерять все ради того, чтобы быть рядом с мужем. Почему? Это как раз и было примером тотальной, сильной, интеллигентной верности. А у нас очень часто такое в жизни происходит, что жили, как только муж перестал хорошо зарабатывать, развернулась и ушла к другому, там, любовнику или еще к кому-то. Ох, времена, ох, нравы. Верность уже не имеет такого важного значения. Люди, к сожалению, не верны своему слову. Люди перестают быть верными своим договорам или задачам. Люди врут. Женщины часто становятся неверными. Но я верю, что начиная со следующего года все начнет меняться в лучшую сторону. Женщины — это элемент верности. Женщина, она должна быть верной. Почему? Потому что сначала неверная женщина, потом брошенные дети, а потом брехливые политики. Вот что мы видим. Поэтому в тот момент, когда женщины будут верными, то детей брошенных не будет, и в этот момент политики начнут говорить правду. Пусть на них нападет, наконец, такая подучка, когда если они соврали, то пусть пукнут. Да будет так. С завтрашнего дня, и пусть им ни один врач не поможет.
Светлана Шацкий, что нужно делать, чтобы семья была ответил? Наталья Петровская, спасибо огромное за ваше учение, ваши советы очень пригодились мне в некоторых ситуациях. У меня вопрос, можно ли быстро разлюбить человека и как это сделать? Перепробовала вариант сжигания бумаги, скручивания лампочки, но все равно физически тянет к человеку. Думаю, скоро встречу своего, но что-то не так. Вы понимаете, есть такое понятие, как гормоны. И они, к сожалению, заставляют женщину страдать. Самый простой способ, он, конечно же, такой не очень хороший, но для одинокой женщины это найти одинокого временного друга. Возможно, отодвинуть на задний план, отодвинуть понятие там нравится, не нравится или еще что-то, а вот найти такого временного, любимого на время друга. Это самый простой такой способ, знаете, вы просто ждете, а на самом деле там ничего не произойдет. Тянет, не тянет, вас не к тому тянет, вас к золотнику тянет. А вот золотник это не так сложно найти. Постарайтесь больше думать не в сферу страдания, а именно вот в такую банальную сферу. Думаю, встречу любимого, что-то не так. Нет, быстро не встретите. Ну точно 1,5 года не встретите. Ольга Бенгель. Здравствуйте, я ученица, у меня с мужем бизнес в сфере моды. И еще есть партнер, продажи идут не очень хорошо. Не знаем, связано ли это с короной или больше конкуренция, заказов стало меньше. Это связано и с конкуренцией, и с тем, что вы неактивно занимаетесь. То есть у вас, вы как бы перекладываете все на спину других людей или своего партнера, или там. А вам необходимо сделать так, возьмите все в свои руки. Пишите прямо, вот смотрите, человек на протяжении дня, у которого успешный бизнес, он должен непрерывно на протяжении дня не менее 5 часов посвящать своей работе. Вот каждый день на протяжении многих лет, независимо от того, пассивно я получаю доход или активно, я стараюсь не менее 6-7 часов посвящать работе. В случае, если мне не нужно посвящать работе, я посвящаю эти 7 часов обучению. Это как ходить на работу, это очень важно. Напишите себе, посвящаете ли вы 7 часов своего рабочего дня работе конкретно с постановкой данной задачи. Если вам нечего делать, посвящаете ли вы анализу деятельности, поиском новых стратегий вашего развития или вашего бизнеса. Если у вас вообще стратегия на следующий год, как вы собираетесь расширять этот бизнес, как вообще устроен бизнес, если это подходит одному человеку и вы продаете это одному. Нужно проанализировать, кто этот один. После этого найти рядом с этим одним еще 100 таких же. Потом найти среди этих 100 таких 1000, найти среди 1000 10 тысяч, найти среди 10 100, найти среди 100 миллион. Таким образом происходит расширение бизнеса, но это происходит в самом начале путем анализа, кто были первые, кто приобрел, каким образом они это сделали, и это необходимо определить. Ну вот как-то так. Игорь, здравствуйте, спасибо вам за вебинары, к нам в город Чита ссылали декабристов, есть даже музей. Да. Светлана Ткаченко, подскажите, пожалуйста, вопрос не по теме, но если можно, ответьте. Хочу сделать курс инъекции новокаина, подскажите, в ампуле 2, а нужно 10-15. Надо одну ампулу 2 миллиграмма. 2 миллиграмма это 20 миллиграмм. 2 миллиграмма. Вот этой ампулы 2 миллиграмма достаточно будет. Можете 10 инъекций по 2 миллиграмма. Можно. За раз. Еще какой процент? 0,5 или 2? 2% лучше. Марина Митина. Спасибо огромное вам за вашу поддержку и заботу о нас. Уже приобрела 5-ю ступень, безумно рада. Скажите, получится у меня торговать в интернете? Да? Гудо-го. Красиво. Меня зовут Екатерина. Почему подписано как Куиго? Кончилось 4 ступени. Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо встраивать все цифровые коды из 4-й ступени? Ну, месяц хотя бы. Галина Титарева. Бронхиальная астма у 5-летнего ребенка. Как диеты?
У нас есть препарат, называется Тарантел. Также убирайте глютен, убирайте глюкозу максимально. Также каждый день давайте 1 чайную ложку соды на стакан воды. По моему мнению, выделение кислоты и появление кислоты в двенадцатиперстной кишке и приводит ребенка к тому, что у него появляется вот такой астматический криз. И я считаю, что если убрать глютен, после чего убрать глюкозу максимально, хотя бы на 2 месяца, минимизировать употребление, принимать соду для того, чтобы снизить вот эту кислотность. Какая там кислота? Она может быть молочная, какая-нибудь аромамасляная, там, производные пищеварительного тракта. То употребление этой соды, оно будет ощелачивать тонкий кишечник и может заметно улучшить состояние. Принимайте препараты маточное молочко, вещества пчеловодства, это маточное молочко, подмор в виде настойки, пергу, и даже можно добавлять цветочную пыльцу, рассасывая в небольшом количестве. Это заметно, особенно маточное молочко, это заметно улучшит состояние поджелудочной железы и тонкой кишки, и путем вот такого ощелачивания, убирания глютена и глюкозы вы сможете помочь ребенку. Других способов никаких. Если ребенок кушает сладкое, если ребенок кушает глютен, а глютен есть там в белом хлебе, посмотрите продукты питания, которые в себе вмещают глютен. Снижайте кислотность двенадцатиперстной кишки, и это все заметно улучшит ребенка самочувствие. Прямо вот уверен на 100%. Нина Хрусталева. Здравствуйте, наша дочь живет, работает в Москве, ей скоро 32, занимается плаванием, говорит, что я лучше лишний раз хожу на тренировку, чем на свидание. Зачем муж? А сынок живет с ними и находит работу. Дождусь когда-нибудь внуков. Да, дождетесь, все будет хорошо. Она замуж выйдет уже на протяжении 2 лет где-то, наверное. Нина Хрусталева. Наша дочь живет, работает в Москве. Я понял, вы по 2 раза мне пишете. Елена Москалева. Каждую минуту своей жизни живу с вашей помощью. Спасибо. Низкий поклон и вам. Вопрос. Меня лишили надбавки на работе, аргументируя, что молодые сотрудники на должности выше моей будут получать меньше меня. И я сделала вывод, что пусть отобранные деньги у одинокой матери пенсионного возраста, это я, идут как откуп под зла в моей жизни. Да. Но травля продолжается. Может, нужно уйти на пенсию? Нет, продолжайте работать. Все будет нормально для вас. Сын маленький, 11 лет, жить будет так? Да. Стоит ли бороться, писать юристам нашей организации? Стоит не уходить. А надбавку вы уже не получите. Но на месте своем оставайтесь. Вас, как мать-одиночку и как женщину пенсионного возраста, никто не уволит. А вот если уйдете, то уже работу себе не найдете. Будьте на том месте, где вы находитесь. Лариса Лесик. Надеюсь, вам полезно то, что сказал. Меня зовут Лариса. Нужна помощь с вашей стороны. Как сделать, чтобы хорошо продавались мои вещи, товар в интернете. Пока какая-то заминка или попадаются мошенники. Спасибо. С настоящими новогодними праздниками. Ответил раньше или не ответил? Ответил же раньше, да, я сказал, что есть процесс стенания, есть процесс нравится. Вот выберите для себя, нравится или стенание. Можно и то, и другое. Начните поститься, начните говорить, что я посвящаю свой пост. Откажитесь от того, что вы больше всего любите. Очень любите сладкое, откажитесь от сладкого, посвятите это клиентам. Развивайте возможности работы в интернет-бизнесе. Интернет-бизнес очень сложная система. А вы знаете, что человеку, который начинает этим заниматься, очень сложно. Потому что нужно очень много обучаться. Спасибо. Ого, большими буквами. Павел пишет. С новогодними праздниками. Прослушал на одном дыхании, появились некоторые вопросы. Один из них, когда Патрул Далкар спросил о счастье и радости, как он говорил одному из учеников, а если бы у тебя не было друга и монастыря, то ты тогда был бы несчастлив. Так что же тогда счастье? Это приносить счастье другим? Это правильно или это неверно? Скажите, Андрей Андреевич, счастье — это сознание своей жизни. Об этом Патрул Далкар, он подразумевал именно это. Он вел ученика к тому, чтобы тот понял, что счастье — это просто то, что ты живешь. Вот человек должен встать утром и сказать: я счастлив. Почему? Просто так. Он как раз к этому и вел. Он говорил, что счастье не может быть от чего-то.
Счастье — это внутреннее врожденное ощущение в сердце. И вот данная тема дана для того, чтобы ребенка обучить, что счастья не нужно ждать, счастья не нужно искать. Счастье оно может либо есть, либо его нет. Поэтому он и обучал детей счастье ощущать. Вот так. Хорошая история, кстати. Создам я крепкую дружную семью. Да, в этом году. Скорее всего, но только если и создадите, то уже под конец года. Счастье и дружная семья начинается с сердца. Когда вы в сердце пускаете того, кто светит. Есть девочка какая-нибудь или тетя, и вот она светит. Как это проявляется? Она светит так. Много разговаривает, у нее есть проблемы, у нее есть радость от чего-то. Вы смотрите и видите в этом человеке солнце, и оно вас греет. И вы принимаете такое солнце и готовы греться в лучах этого солнца. Ну и также женщина, она видит мужчину и готова греться в лучах его солнца. То есть она греется от того, что ее сердце принимает его. Принимает там, что он там чавкает, принимает, что он там плохо выглядит, принимает еще что-то. Это такая особенность. Нужно научиться мужчине и женщине принимать тех, кто рядом находится, не страдать от того, что они находятся, и ощущать их тепло. А тепло — это когда человек имеет право быть тем, кем он является, знаете. Так. Ой, что это? Отлично. Зачем вы по 5 раз мне пишете? Считаю это некорректно. Ваша надбавка, где вы взялись с этой надбавкой своей? Так. Нина Хрусталева. Здравствуйте, наша дочь живет, ей уже 32. 3-й раз пишете, я понял. С наступающим вас праздником. Подскажите, влияет ли большое количество икон в комнате на практике? Нет, не влияет, ничего в этом плохого нет. Александр Швец. Здравствуйте. Скажите, выйдет ли моя дочь и женится ли мой сын? Отлично. Хотя они женятся, но не в 2022. А так все будет хорошо. И будут счастливые, зря переживаете. Меньше переживайте, жизнь у них будет счастливее. В моей жизни это работает, правда, медленно, как огромный корабль, меняющий курс 3 месяца в поисках работы. От отчаяния спасаюсь словом «скоро». Хотелось бы узнать, как скоро в моей жизни наступит. Ведь я диджитал-маркетолог, неплохой CMM-специалист. Напишите мне, Марья Хорцева, в моем телеграме. Я посмотрю, какой вы CMM-специалист, и я вас найму. Но получаю отказы, недостаточно опыта, работа с малыми бюджетами, либо неинтересные вакансии, работники нужны в дейтинге, менеджеры по продажам, либо им не подхожу. Вот и я тоже думаю. Видимо, вы себе придумали, что вы хороший специалист, а на самом деле может быть не хороший, потому что хороший специалист может сам себя продать. Но я не хочу вас обижать. Напишите мне, я вам дам товар, дам вам $100, и вы мне должны будете показать, на что вы способны. Можете ли вы настроить Google рекламу, можете ли пользоваться минусами слов там в этой рекламе, на что вы способны. Может быть, вы прошли курсы, которые внушили вам, что вы специалист, а на самом деле вы просто не разбираетесь. Такое тоже может быть. Диджитал-специалист, CMM-специалист — это очень хорошая специальность и, честно, очень востребуемая на сегодняшний день, так как в большинстве своем именно через такие системы на сегодняшний день продаются и делаются самые большие и заказы, и продажи, и так далее. Скажите, будет ли мой сын работать с братом в офисе? Да. Катрин, подскажите, можно ли смотреться в зеркало при проведении обряда как пуджа для божества? Нет, нельзя. Зеркала нужно убирать с тех мест, где вы работаете с какими-либо божествами. Наталья Чухачева.
Я ученица второй обновленной ступени, подскажите, после подключения к магниту также продолжать выполнять практики по выходу из эгрегоров? Нет. Также выполнять обряд о зеленой тетради? Да. Скажите, работает со мной, произойдет реализация в следующем году? Да. Елена Личковская, с большим признанием отношусь к вашей работе с нами. 13 ноября на обряде он совпал с днем рождения. Что-то значит, просто совпадение. Совпадение. Четкий куша, как зарядить. Кстати, как наладить отношения с сыном? Представляете, будто вы с сыном на протяжении дня все время обнимаетесь. Помните первую ступень? И начните разговаривать. Сядьте, положите ему руку на колено или там на руку и скажите: просто так, ты должен знать, я тебя люблю. Можешь на меня рассчитывать и надеяться. Это изменит отношения по отношению к вам. Анжелика Ярахмудинова. Я подал документы на возможность работы за рубежом компанию ТО «Мигрант». Константин оплатила 250 тысяч, компания молчит. Обманула вас компания. Мошенники. Получится уехать за границу на заработки? Меня обманули. Вас обманули. Получится ли у вас уехать за границу на заработки? Да. Катерина Владимировна. Зачем так много платить? Зачем? Ради чего? Для чего? Есть вакансии. Есть... Зачем? Найдите дистанционно себе работу за границей. Вы даете. Катерина Владимирова. С наступающим Новым годом. Недавно напишите в нашей группе Кайлас, Дуйко и РТЕ. Напишите: хочу работать за границей. Девочки, помогите мне устроиться на работу. У нас 1000 человек работает в Италии, где-то там тысячи просто работают в Америке. Они вам помогут. Зачем так усложнять свою жизнь? Помните, я говорил когда-то: умейте просить. Попросите, пусть вас возьмут на работу. У нас там Сережа работает строителем за границей. Может, когда-то говорил, если будут люди, можете мне отправлять за границу. Там в Германии есть ребята, вот из Литвы есть ребята, которые строительством занимаются и говорили, что если вдруг там мы можем взять в Литву себе там строителей, можем взять там за няньку, чтобы смотрела и так далее. Ну, есть работа всегда. Почему за границей нужно работать? Разве не хватает работы дома? Ну, я вас понимаю. Катерина Владимирова. Недавно умерла свекровь. Внучка 5 лет увидела сон, что страшная тетя хотела ее съесть. Проснулась, как не в себе. Я почитала коды, шум от злых духов, включила ее, отпустила. Но не виделись никогда. Свекровь была... Нет, это не свекровью, это связано с тем, что у девочки анемия, а ночью из-за того, что анемия и низкое количество кальция за счет высокой кислотности желудочно-кишечного тракта произошло выделение адреналина. Начните давать кальций, такие сны больше не повторятся. Вот такие сны очень часто являются первыми признаками того, что ребенок адреналиновый, ночью у него выделяется адреналин и снятся такие страшные сны. Для того, чтобы этого не происходило, давайте щелочную воду, на протяжении дня давайте кальций ребенку. Ирина Гимбицкая. Являюсь ученицей. Если можно, вопрос такой. Большой долг по поручительству бывшего мужа. Возможно ли помощь в этом вопросе адвоката? Да. Валентина Резникова. Пусть вам будет достаточно здоровья, во всем мире наступила пора благоденствия и мира. Спасибо. Цифровые коды в коде, чтобы стать богатым, могущественным. Вы говорите вдох, выдох 6, затем потом говорите, что 7 не представлять. Но как-то непонятно это было сказано, представлять 7 или нет. Если я сказал там не представлять, значит не представлять. Или представлять только цифру 6. Представлять только цифру 6. Если я сказал 7 не представлять, не представляйте. А когда говорю цифра 6, то нужно представлять. Пробуйте и так, и так. Лауман Хелена. Ученица 2 платных, бесплатных. Андрей Андреевич, как подействовать эзотерически на взрослого сына, чтобы денег не требовал у меня? Никак. Будет требовать. А наоборот, стал мне помогать. Складывайте ручки, говорите, пусть все двери откроются, пусть у тебя ум появится, пусть везение в жизни у тебя будет. И пусть каждый работодатель тебя берет, пусть в жизни у тебя все получается и так далее. Ты мой зайчик, ты мое солнышко, пусть девочки тебя любят, пусть работники тебя любят, пусть... Не забывая маме. Вот. Подскажите, родной учитель, вот так. Ирина Серафимова. Сейчас молодые люди наносят много тату. В чем причина? Анджелина Джоли. Причина заключается в том, что появилось много людей, которые
много молодых людей, которые купили себе инструменты для нанесения татуировки. Теперь смотрите. Я несколько дней назад, вчера, общался с человеком. Это человек, глава компании, которая занимается строительством больших домов в Украине. И он мне говорит: Андрей Андреевич, вы мне можете не поверить, но мне очень нужны в большом количестве газоэлектросварщики и сварщики. Я говорю: ну а какая зарплата у этих людей? Он говорит: я не могу найти людей на сегодняшний день, чтобы они работали сварщиками за $1000. Таких людей нет. Я говорю: ну не может быть. Да, он говорит, приезжают с другого города, но им необходимо оплатить жилье, питание и заплатить $1000. И еще они там могут выпивать и так далее. Нет молодых людей, которые занимаются этим. Почему? Молодые люди не хотят быть сварщиками. Они хотят быть татуировщиками. Именно поэтому, чем на морозе работать электросварщиком, легче обучиться по трафарету наносить татуировку и ее делать. И после этого появляются тату-салоны. И нужно это популяризировать, потому что это разукрашивание своего тела. Ведь очень много рэп-певцов, там да и господи мне памяти, Моргенштерн, Алишер и там Тимати. Ну, я больше, к сожалению, не могу никого вспомнить, но они наверняка есть. Они, как новое поколение, это поколение, которое обрисовывает себя вот такими татуировками. Ну, и им кажется, что это красиво. Ну, раз им кажется, значит это красиво. Поэтому и наносят такие татуировки. Хотите татуировки, считаете, что это украшает вас? Я в целом считаю, что татуировка, она дает человеку возможность чувствовать всегда себя в одежде. То есть человек не может быть голый. Почему? На нем татуировка. Поэтому девочка, вот понятно, стеснительная девочка может нанести татуировку, и она уже никогда не будет раздетой там перед кем-либо, ну и не будет стесняться. Ну это уже психологический аспект. Ну и татуировка может что-либо обозначать, может мотивировать человека, создавать для него дополнительный стимул, мотивацию и так далее. Татуировки я видел в Таиланде, когда сзади на спине делали огромную такую татуировку татуировку, самую такую интересную видел, это 12 планет, они соединены там в какие-то мантры, внизу какие-то там обереги и так далее. Ну и человек русский, по-моему, Юра его звали, я говорю: ну и как после нанесения татуировки и до? Он говорит: да никак. Я говорю: ну понятно. Может, ты не ощущаешь? Он говорит: да нет, все как было, так осталось. Я говорю: ну такая большая татуировка, так красиво. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Получу ли я документы, которые жду 4 года? Да. Ученица Если получите в следующем году, аж в конце года. Ученица второй обновленной ступени, если спустя минут 20 после выслушивания негатива отправляю их в бензин моего благосостояния, не в самый момент, будет работать мой до небес бензин? Да. Подскажите, какую выбрать работу из нескольких предложений? Там, где больше всего платят, как говорят у нас в Одессе. Если вам предлагают работу, то берете самую высокооплачиваемую. А все остальные пусть подождут. Никогда не отказывайтесь, если предлагают. Дают — бери, бьют — беги. Все банально просто. Надо же, вы такой большой специалист, что вам много чего предлагают. Вот это да, уважение, низкий поклон. Я знаю, что обычно ничего не предлагают никому. Но если предлагают, то берите, не глядя. Байжигитова Сара, я не издевался, я по-честному говорю, это ж вопрос на поверхности. Узнаете, сколько там будут платить, сколько там. Байжигитова Сара Уразбекова. Помогите, пожалуйста, моему внуку 3 и 6 года. Он вообще не разговаривает. Какие препараты нужно приобрести? Там есть мой семинар, он называется «Аутизм». И он есть на моем канале «Тибетская формула. Спасительные рецепты» в YouTube. Там я говорю о исследованиях, связанных с окситоцином,
с препаратом Ниманорм и с препаратом Гипакс. И объясняю на протяжении 20 или 30 минут, почему я считаю, что данные препараты могут улучшать общее состояние сознания и концентрации ребенка, ну и там широко рассматривают данный вопрос. А давайте не будем сейчас посвящать время для того, чтобы, мне тоже жаль ребенка, но есть для этого другое время. Любовь Осиповна, внучке 15 лет, никак не может определиться с выбором профессии или дизайн, языки или еще что-то. Хорошо будет получаться интернет-образование, то есть все, что связано с построением воронок, интернет-маркетинг, будет хорошо в этом получаться. Дизайн, да, супер. Языки тоже. Ну вот дизайн лучше, чем языки. Я и звезду купила, подскажите правильное направление. Дизайн лучше всего. Дизайн, маркетинг, интернет. Марина Подборонова. Получится ли у меня получить американскую визу? Нет. Елена Жвания, спасибо большое. Кто обращается за помощью? У меня вопрос. А вопроса, в общем-то, и нет. Инесса Мо, какой метасоник мне пойдет? 7. Какой кулон лучше купить? Не знаю. Такой есть ловушка для денег. Он мне больше всех нравится. Татьяна Головатова. Мы с мужем приехали на заработки в город Краснодар, чтобы выправить свое финансовое положение. А в следующем году будет как 6 лет. Дела пошли хорошо, но со временем у нас опять расти долги перед банками. Скажите, как мы с мужем рассчитаемся с долгами? Очень поможет вам мой семинар из первой ступени, который называется «Магия денег». Он в первой ступени старый, дан мной бесплатно. Найдите его и внимательно послушайте его. Там я говорю о том, что человек должен жить по средствам и так далее и тому подобное. Ну, считаю вопрос этот не совсем корректным. Также там я рассказываю об обряде женитьба на деньгах и его вместе провожу. Также я там рассказываю о том, как убирать ситуацию путем сжигания на свечи. Ну и много вот таких нюансов. Знаете, если человек живет не по средствам, если человек пользуется банками, ну а какой можно и что может произойти, чтобы исправить его ситуацию? Это, знаете, как ехать в машине, где нельзя нажимать что-то, а человек все время туда тычет пальцами. Как-то так. Мила Мичель. Скажите, вид на жительство в Италии смогу получить? На следующий год нет, а в дальнейшем не захотите, скорее всего. Анна Шам. Очень вам за все признательна. Смогу ли я после ухода моего сына поставить внучку Марию на ноги? Да. Ей 13 лет, закрытая девочка, страдает с уходом отца. Недавно сказала, что прошло 500 дней. Живем в Германии, постоянно пользуемся. Я прошла бесплатно, я постоянно выкупаю семинары. Хочу вернуться. Спасибо, если получится ответить. Да, поставите, все в порядке. Будет счастливая, замуж выйдет. Молодой, красивая будет такая. Ну, чуть-чуть замкнутая. Елена Жвания. Работаю с людьми, мне ставить ритуальную защиту или можно семичастный саман, будет достаточно? Ритуальной защиты достаточно. Александр Дмитриев, когда-то говорили, что зеркало напротив входной двери нельзя вешать. У меня оно как раз часть шкафа. Родитель не соглашается, чтобы его выковырять. Можно шторку? Да. Елена Жвания, с Новым годом, спасибо. Произошла опечатка не валютой, а ваджрой, уже не помню. Елена Усенко, спасибо, что научили меня жить в радости. Ученица 3-й ступени. Скажите, это нормально, если при любых эмоциях у меня слезы и улыбка до ушей? Это нормально, но это говорит о том, что вы мало спите. Нужно больше спать. Это период такой, который вы перейдете. Это период такого эмоциональной перегрузки. Нужно больше спать, нужно обязательно чуть-чуть попить успокоительное, там карвалол какой-нибудь, там пейте 30 капель карвалола на стакан воды перед сном. Делайте это на протяжении месяца, вот такой уйдет. Также одним из синдромов плаксивости, такой внезапной, хорошо вам, плохо, вы плачете, является синдром судорожный. Поэтому может быть это тромбофлебит, это может быть еще просто судорожные какие-то на фоне окклюзий сосудов или там формирующийся атеросклероза.
Возможно, это связано с какими-то, может быть, не генерализированными приступами эпилептивной формы, но неврологическим заболеванием. Можно попринимать что-то успокаивающее. Это однозначно сделает ваше восприятие более целостным. Неля Бармина. Скажите, пожалуйста, будет мой сын работать с братом в офисе? Я понял. Людмила Ковалева, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Чувствую потенциала, нет реализации. В каком направлении двигаться? Складская деятельность, ресторанная деятельность, сельскохозяйственная деятельность. Вот, будет получаться. Последовав вашему учению, когда осталась без любимой работы, пошла работать няней у ребенка. Но работа не приносит удовлетворения. И не будет. Работа не может приносить удовлетворения. Это время стенаний. Посвящайте его большим задачам и отработайте. Может, нужно отработать свою карму, да. Таким образом, смиренно пройти этот путь, да. Вы совершенно правильно, Валентина Бинькова. Говорите. Ани Борисова. Я не русскоговорящая, мне нужно переводить с помощью Гугла. Мой вопрос, как именно человек понимает, что готов перейти к следующей ступени своего развития? Пожалуйста, объясните немного подробнее. Спрашиваю, потому что в настоящее время практикую первую обновленную ступень. 9 месяцев. Если вы больше месяца практикуете, переходите ко второй. Я считаю, что первую, вторую, третью и до 7 ступени можно пройти за 7 месяцев. В случае, если вы прошли, то после этого у вас появится желание что-то пересмотреть. Вот тогда разберетесь, особенно после 7 ступени. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, а сейчас, знаете, найдутся люди, которые скажут, да, конечно, Дуйко тулит свои ступени и так далее. Нет, можете этого не делать. Как не разочаровываться в этой жизни? О, это такой сложный вопрос. Разочаровываться придется всем. Это такая жизнь наша. Почему мы разочаровываемся? Мы разочаровываемся и огорчаемся, и это заставляет нас шевелиться, злиться, мотивирует нас. Поэтому огорчение это неплохо. Всегда знайте, что огорчение лечится стенаниями. Когда человек огорчается, разочаровывается, он должен начинать поститься, угнетать себя и должен себя от чего-то, что-то от себя. Вот смотрите, вас огорчают, разочаровывают, что нужно сделать? Нужно перестать кушать много, нужно закаляться, нужно физические упражнения, нужно заниматься стенаниями, заставлять свое физическое тело, подавлять его и заставлять его страдать. Если вы очень радуетесь, то наоборот можете объедаться и так далее. Так, когда человек страдает и заставляет себя страдать физическому телу, то душа, она выбирает для человека новую жизнь, разворачивая его парус к тому, чтобы было все хорошо. Понимаете? Это так жизнь устроена. Поэтому, когда у человека все плохо, то он должен сделать еще хуже себе. Прямо еще хуже. Вроде бы и радости достаточно, и служу доброму Богу. Ну, вроде и служите. Как-то вроде из-за угла приходит упадок сил, плохие мысли. Ну, теперь вы знаете, что делать. Не боритесь с негативными эмоциями. Начните стенаниями заниматься. Как раз сейчас время стенаний, знаете, хорошо было бы. Прошла марафон 6 обряд убирания зла делаю. Практики первой ступени. Пока еду потихонечку, но хочется как самолет. После первой ступени как самолет. Нет, никак. Нет, никак. Как самолет не получится после первой ступени и даже после марафона никак. Вы мой зайчик. Как самолет не можете. Почему? Нечем. Вы еще пока как велосипедист, к сожалению. Не обижайтесь. Но у вас получится. Не переживайте. У вас еще длинный путь. Но он даст вам реализацию. Сатенник Агасарян. Помогите развеять мои сомнения. Хотим переехать жить в Краснодар. Сначала с мужем, потом всей семьей. Планировали долго, но терзают сомнения, получится у нас и детей найти какую-нибудь работу. Подскажите, очень прошу. Смело можете ехать, берите детей, все вместе переезжайте. Эх, вы такие сильные и дурные. Но вы понимаете,
Наша жизнь так устроена, что куда бы мы ни переезжали, и чем бы мы ни занимались, если нет в сердце радости, то она не возникнет вокруг нас, никак и нигде. Но если есть радость, то даже в том месте, где мы живем, она может создать условия для жизни. Один из элементов познания радости — это нежелание врать. Начните говорить правду себе и окружающим. Начните говорить правду мужу и детям. Скажите себе правду. И тогда очень многое в жизни изменится. Потому что мы живем очень часто, как бы придумывая и веря в это. А нужно правду. Не занимайтесь аффирмациями, потому что они очень часто приводят человека к фантастическому, фантазийному миру. Человек говорит: я умен, я красив, я богат, я здоров, я зарабатываю. И потом это внушение или суггестия заставляет человека совершать ошибки. Я зарабатываю, я все смогу. Нет, ты не зарабатываешь, ты наоборот должен. И ты ничего не можешь, потому что ты не обучаешься. А потом человек, внушив себе это, начинает совершать ошибки. Он начинает говорить: да, поеду я куда-нибудь там в Тбилиси, и я богат, я умен, я красив, я здоров. Но это же неправда все. Приехал в Тбилиси, а там вообще полный конец. А человек говорит: ну почему так произошло? Почему? А не надо было внушать себе. Знаете, если Бог выбирает среди людей, которым помочь, то видит женщину, которая говорит: я зарабатываю много, у меня есть много всего. И говорит: ну если ты так считаешь, зачем тебе давать? Вот еще. Так много тех, кому нужно дать, зачем же давать тебе? И, конечно же, это глупость абсолютная, когда я слушаю каких-либо лекторов, которые говорят о квантовом скачке, о том, что человек должен убеждать себя в том, что он уже богат, тогда разбогатеет, там трансерфинг реальности, там Сергей Викторович Ковалев, и там Увей и так далее. Конечно же, это все не так, это обман. И в этом всем отчасти виноваты Джон Диспенза. Но если искать виновных, то еще и фильм «Секрет». Да, представь себя, будто ты богат, произнеси: я богат, и будешь богат. Нет, это не так. Наоборот, нужно произнести себе: я бедная как мышка, у меня не получается зарабатывать, мой муж все время из-за моих амбиций погряз в долгах, мы друг друга не любим, злимся друг на друга, рвем и мечем вокруг себя, всех обманываем для того, чтобы деньги заработать. Как решать? Ну вот, вы уже сказали правду, напишите себе план, как зарабатывать деньги без обмана, по-честному, развивая что-то, производя что-то. Скажите, можно ли читать мантры: прогулка, уборка, фитнес, насколько эффективно? Нет, нельзя. Читать мантры нужно утром или вечером, находясь в уединении, глядя перед собой. А вот так гуляя, не нужно этого делать. Была у вас на вебинаре убирание зла, сангая, шум слушаю, готовлю кушать, на все не хватает времени. Правильно я делаю? Правильно. Людмила, здравствуйте, у меня еще такая история. Еще одна история, я понял. В прошлом году я сама сделала коробочку для мелочи и загадала. И вот вернулась так, что появились люди, которые заметили мою проблему и договорились мне помочь. Только я думаю, на прошлом вебинаре вы сказали, что я не буду там работать, где работаю сейчас. А эти люди, мы работаем вместе. Запуталась. И что? Еще у меня вопрос. У меня пока слабенький телефон. Завтрашний вебинар 2 часа. Татьяна Луценко, подскажите по возможности, что ждет меня в новом году в семье? Стоит ли мне все менять? Не стоит. Спасибо за знание. Наоборот, увеличивайте возможность отношения друг к другу так, чтобы отношения были теплые, по максимальному развивая взаимопонимание, любовь и верность. Вот. Елена Радаева. Вашей прекрасной семье еще больше любви. Спасибо. Наталья Ворона. Подскажите, пожалуйста, готова к прохождению 5-й ступени? Да. У меня постоянно болит правая ступня сверху, между большим пальцем и пяткой. Смазывала мазью Габбана, чуть пройдет и снова ужасные боли. И глиной смазывала. Может, эта боль дает какая-то жизненная ситуация? Нет, эту боль дает вам заболевание артрит. И помочь вам справиться с заболеванием артрит поможет анализ крови. То есть необходимо сдать ревмопробы, ревмофактор,
сдать антистриптолизин и С-реактивный белок. И после того, когда вы определите, что это, или там с чем, что, какие у вас отклонения, после чего сдать еще оксалаты в моче. И определив, чем же вы все-таки болеете, правильно выбрать курс лечения. Почему обычно ноги болят? Потому что человек устает идти, ему что-то не нравится. Не нравятся поступки, не нравятся предпринимаемые действия, он себя начинает угнетать. Ну, это как подвернуть ножку. Нетрадиционные способы лечения: обматывать зеленой тряпочкой ногу. Есть такая мантра ом намаратна трая махи духи сваха. Читайте махи духи сваха и на зеленую тряпочку и обматывайте ей на ночь ногу. Считается, что такая практика может помочь. Почему, допустим, коды от заболевания какого-либо не работают эффективно? Объяснение этому тоже есть. Вот объяснение выглядит так. Когда мы принимаем таблетку, ну какую-нибудь, там Медрол 4, это гормональный препарат с действующим веществом гидрокортизон. И данное вещество гормонально, попадая в наш организм, попадая в кровь, когда мы перентерально его вводим или внутримышечно, попадая в кровь, начинает воздействовать на надпочечники, начинает воздействовать на целые циклы эндокринологических процессов, которые происходят в организме, убирает молочную кислоту, после этого восстанавливает коллаген, после чего убирает воспаление в суставе, ну и много чего еще делают. Гормональный противовоспалительный препарат. То он действует на человека так: сегодня укол сделали, и он в крови будет находиться 24 часа. А теперь мантра, которая называется мантрой от артрита. Человек прочитал 108 раз мантру, и вот в тот момент, когда он читал эту мантру, она на него действовала. А сколько будет действовать таблетка? Она будет действовать на него 24 часа. Тогда что, целый день читать? Не менее 2 часов, я не знаю, 3 часов. Человек говорит, там, почему мантра от опухолей не действует? Вы ввели себе химиотерапию, после чего это целый месяц работает. Оно в крови у вас находится, в почках, там, находится в костных тканях мозга, находится в мозговой жидкости даже, находится в клетках. И оно целый год, вернее месяц или 2 месяца работает, изменяя структуры, изменяя там пируват-киназу и влияя на цикл Кребса и так далее. То есть это все воздействует на вас. Когда человек начинает читать, то это действует на него только в момент его чтения. То есть читайте час, вот час это действовало, на следующий день читаете час, действует теперь час и 10 минут. И еще час читайте, на третий день будет действовать час и 30 минут. И вот нужно, чтобы работала как химиотерапия, необходимо месяца 1,5 или 2 читать по часу, или даже 3. Каждый день уделяя этому огромное количество времени, а еще лучше даже 2 часа читать. Когда в монастыре читают мантры, читают или начитывают их на воду или еще на что-то, то они делают это целый день. Есть такие люди, которые находятся условно в кельях, им прямо ставят такой журнал, в этом журнале записывают фамилию человека, который пришел с просьбой, ну и для него готовят там либо пилюлю, либо состав какой-то, либо питье. И вот стоит перед монахом или группой этих монахов, стоит целый ряд вот этих флакончиков. Вот он открывает этот журнал, ищет этого человека, которого там фамилия его указана. После этого ставит перед собой эту пилюлю, написано, какие он должен читать мантры. И вот он целый день сидит, берет там ваджру или берет барабанчик и читает эту мантру. Вот он там намаратна трая махи духи кисваха, намаратна трая махи духи кисваха, намаратна трая махи духи кисваха. Делает так 108 раз, потом открывает 2-го человека, 3-го человека, 4-го человека. И вот это его может быть работа, вот так он целый день работает. Если у вас есть возможность лечиться лекарствами, и лекарства вам помогают, лекарствами проще.
Потому что лечиться с помощью мантр это сложнее, и на это уходит больше времени. Но это эффективно. Почему? Уверен в этом, том, что это эффективно, потому что сам в своей жизни тоже занимался лечением себя с помощью или при помощи мантр. Какие мне мантры подошли и помогли? Я когда-то говорил, что человек может выздоравливать и может эзотерика управлять человеком. Но разве это не является доказательством? Посмотрите на меня. В прошлом году в это же время я весил 117 килограмм. А в этом году я вешу 92. Без особых физических упражнений. Даже сравнивая свою фотографию, могу сказать, что я заметно помолодел. И глядя на себя, собственно, даже через призму там 10 лет, что я делал, можно посмотреть. На протяжении этого года я выпустил семинар, он называется «Мастер-класс из», не помню откуда, посвященный омоложению тела. И я использую некоторые методы, которые есть в этом мастер-классе. Почему? Потому что если я эзотерик, я должен быть примером. Примером чего? Того, как работает эзотерика. Применяю практику Припутав. Лучше. Что еще делать? Делать еще тряв-сык и кысты плову. Луция Котелович. Счастье, счастье, радость, радость. Спасибо. За работу, за любовь, за знание, за щедрость, доброту. Как приятно. Наталья Мамалыга. Еще чуть-чуть, и я пойду. Подскажите, если обманули и не собираются выплатить заработанные деньги, имею ли я право написать договор клятвы из второй обновленной ступени? Да. Женис Алиев. Что будет, если человек со всей злостью бить мысленно? Ничего не произойдет. Человек никак не ощутит, и человеку вы ничего плохого не сделаете. Если человека мысленно бить, он не будет это ощущать, и это ментально на него не повлияет. Все работает по-другому. Также, если мысленно разрывать человека на части, то тоже ничего не произойдет, но здоровье этого человека улучшится, и психическое состояние тоже. Если хотите навредить человеку, то наоборот представляете, будто он светится неоновым лунным светом. И это может навредить. Аж с голубой такой отцветом. Яна Вдовина. С наступающим Новым годом всех. Но не советую вредить. Тоже за это получите. Всех земных благ. Андрей Андреевич, пожелайте мне в новом году встретить моего персонального мужчину. Желаю. Пусть все, кто одинок, встретит в новом году своего персонального мужчину. Пусть у каждого будет любимые, пусть у каждого будет семья, пусть у каждого, у кого нет детей, появятся дети. Пусть у кого нет славы и хочет славы, появится слава, почет, уважение. Пусть неугомонные души угомонятся, пусть задачи, которые вы ставите, реализуются. Пусть во всем мире будет свет, тепло, пусть наконец-то мир дает только хорошие события, пусть события, которые будут происходить, перестанут вас огорчать, и пусть в жизни вашей появится свет, порядок и взаимная любовь, ну и здоровье. Заканчиваю ступень в самом начале пути. По специальности врач приглашает в клинику Кадырова в другой город. Будут ли достойно оценены в денежном эквиваленте мои знания и опыт? Нет, еще, к сожалению, нет. Хватит ли здоровья на большую нагрузку? Хватит. Буду признателен за ответ. По идее, туда не очень хорошо вам ехать, вы будете разочарованы. Спасибо за заботу о нас, учениках школы. С нетерпением ждем новые семинары, марафоны. Думаю, не ошибусь. Я Гебедава, Джабедава, курила Сангая, купила Сангая 4,66. Один день вместе с вами делаю, другой день я проявил на делаю, да. Вечером сколько может заниматься, сколько хотите. Как выиграть в суде с наступающим праздником? Положите в карман мыло, используйте эзотерическую практику из второй обновленной ступени. Там рисовать шестерку там, и так далее. Купите коды Дуйко. Все коды Дуйко. Там я даю коды, как выиграть в суде, как убрать неприятности. Это короткие коды.
Чтение одного кода это как читать 10 минут мантру. И, конечно же, чтение 108 кодов по какой-то проблеме. Это гораздо круче, чем начитывать по 3 часа мантры. Если вы 1 час начитаете мантру, то это 1 час работает. Если 1 час коды, то это целые сутки дает человеку, и целые сутки с человеком работает. Валя Саблина. Подскажите мне, с младшей или старшей дочкой соединиться и жить вместе? Со старшей. Юля. Здоровья, благости. Прошла первую ступень, каждый день читаю мантры, делаю построение защиты. Подскажите, чем мне заниматься? Хочу зарабатывать в интернете. Получится? Получится. Занимаюсь йогой, занимайтесь. Выйду в этом году замуж. Очень хочется жить в семье. Очень похоже на то, что выйдете. На этом наш вебинар закончен. Большое спасибо вам за ваши интересные вопросы. Надеюсь, этот вебинар был интересным. Надеюсь, вы найдете для себя что-то полезное. Не забывайте распространять знания эзотерической школы Кайлас. Поэтому в случае, если у вас есть свободное время, берите ссылки на данное видео и публикуйте данные ссылки или любые ссылки с моего канала, официальный канал Андрей Дуйко, и публикуйте эти ссылки просто на своих социальных страничках, все равно какой социальной сети. Я за это вам буду очень благодарен, потому что кто-то найдет возможность испытать состояние счастья, кто-то найдет ответы на свои вопросы, а у кого-то жизнь изменится в лучшую. А это все огромный плюс в вашу карму. Я всех приглашаю пройти мой семинар, который называется «Программирование 2022 года», который я буду проводить завтра. Также во время проведения данного семинара я проведу обряд. Этот обряд я проведу для всех учеников школы, независимо от того, будут ли они присутствовать или не будут присутствовать в данном обряде, в ходе которого я постараюсь сделать все для того, чтобы на протяжении следующего года у них заметно улучшилось